Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 17 мая 21 год. И у нас такое видеообзор прикладной вышивки. В данном случае мужские рубашки. Так, девочки, в общем, с чего начать? Муж у меня любитель и активный пользователь, как я уже говорила, вышитых рубашек. Он сам подбирает цвет, сюжет. В общем, как ему нравится, моя задача только вышить. Ну, вот у нас такой договор с ним. Ну, понятно, что я вышивальщица вообще крупных, масштабных картин, поэтому с изнанкой я не дружу. Я его предупредила, он согласился, все, ему важно сюжет. Очень любит животных, и поэтому, ну, я тоже люблю. Правда, я не очень люблю вышивать их. Это был набор. Там еще масса других животных была. Здесь такой как будто бы ручей. Ну, в общем, остановились просто на мордашке медведя. Очень он нравился ему. Ну, вот так это смотрится. Девочки старалась, чтобы картинка была красива. Ну, не знаю. Я не умею подавать пока, во всяком случае, точно. Ну, в общем, так, эта рубашка называется Потап. Вот он. Вот такой Потап. Вышивались какие рубашки, когда уже, я не помню. Я не сохраняю ни обрезки ниточек, ни поломанные иголочки, ни превьюшечки. Ничего никуда не записываю. В общем, есть, задействовала и все. Бывало, мне попадались шерстяными ниточками. Я меняла на ДМС. Ну, в общем, такая я капризуля тоже. Так, ну вот такой Потап. Идем дальше. Так, следующая рубашечка Ара. Такое название он у нас носит. Честно говоря, когда муж впервые обратился с просьбой вышить ему на летней рубашке какой-нибудь сюжет, я переживала. Ой, летняя рубашка, это стирка, это бесконечно. Что будет с вышивкой? Вдруг все растечется, полиняет, выцветит от солнца. В общем, волнения были, но рискнула, носит без конца стирка, солнце, понятно, лето. И, ну, пока за лето не потускнел, не выгорел, ничего, все нормально. Так что, девочки, если вдруг у кого-то появится желание, смелей, все нормально. Напомню, ниточки ДМС. Вот такой арочка. Так что любитель у меня муж животных, птиц. Все, расположилась на гладильной доске. Ну, не знаю, как это. Хотелось так, чтобы было хорошо видно вам. Ну, вот так. Идем к следующей работе. Так, следующая рубашка у нас называется горностай. Вот такой горностай. Красавчик. Легко очень вышивался. Вот его я почему-то запомнила. Я его вышила, по-моему, дня за 4. Вот так. Так, следующая рубашка. Булат.
Вот такой. Ну, правда, телефон таки искажает. Ну, ничего, цвета. Вот эти над карманом лошадки эм, из интернета были взяты схемочки. Вот, но это давно уже вышивалась тоже рубашка. Да, расстаться, конечно, мы просто с ней не можем. Рубашки повседневного использования. Вот так получился вот такой булат. Вышивала я его один из первых сюжетов. Он большой. Вот положу, чтобы вы понимали размах. Вот так я смело взялась за булата на рубашке. Да. Так, ну, перейдем к следующей. Вот так я вам еще покажу с такого ракурса. Вот такой конь. Это, кстати, я о нем в теге рассказывала по поводу примет. Не сработал ни он, ни лошадки, скачущие, бегущие вперед. Так что, девочки, ну, у меня, скажем так, да, не буду отнимать надежды. Вдруг кто-то вышивает именно на примету. Все возможно. У кого-то, возможно, и сработает. Так, ну, перейдем к следующей. Теперь хочу познакомить вас с рубашкой Леонардо. Так он и называется, вернее, она рубашка и работа. Как бы цвет не искажался, но все равно, как мне кажется, все-таки надо было на рубашечку более светлую вышивать. Но уже как есть. Ему нравится, мужу. Он его очень любит и носит. Используют по назначению. Такой серьезный Леонардо. Такая Джаконда над карманом. Ну, вот такая рубашка вышита. Тоже вышивалась, но я бы не сказала, что легко. Вот как раз Леонардо вышивался нелегко. Понятно, схема была большая, не вся прическа вошла у меня вот так. И была, помню, рамочка здесь, так он был в рамочке. Вот, ну рамочку муж не захотел, чтобы я вышивала, поэтому получилось вот так, без обрамления. Хотя я бы, конечно, таки рамочку включила. Ну, это не мне вышивалось, поэтому я тут не умничаю, так сказать. Все как заказчик хотел, так я и сделала. Вот так. Ну что, пойдем к следующей рубашке. Приглашаю вас. Теперь хочу познакомить вас с рубашкой
Золотоискатель. Вот она ему понравилась. Это что-то. Тоже помню, не все вошло. Фрагменты основные я взяла. Еще где-то цвет какой-то, по-моему, я ошиблась. Ну, в общем, вот такой получился золотоискатель. Вот у меня запара была с этими буквами. Вот это я помню. Буквы меня просто изводили. Ну, куда без них? Пришлось с этими буквами, да. Я с ними именно боролась. Я их не вышивала, я боролась с ними. Вот они. Не знаю, как его видно. Ну, скажу честно, на аиде вышивать легче. Мне больше нравится. Здесь надо, конечно, немного позаморачиваться. Ну, чего не сделаешь, конечно. Мешок с золотом, карты. Да, вспомнилось мне, боливар не вынесет двоих. О Генри помним, да? Вот как раз, наверное, это о них. Значок шерифа, масштаб, бизон. Бизон вышелся вообще, помню, так быстро, легко. Мне очень понравилось. Все ничего. Вышивалось золото. Нормально шло. Ну, вот карта, да. Даже этот череп козы какой-то или буйвола. У козы рога другие. Ну, в общем, череп тоже легко очень вышелся, мгновенно. Но вот карта, буквы, повозилась, как я уже вам сказала. Ногам. Так. Ой, со всех ракурсов. Это одна из любимых его рубашек. Вот так понравился ему сюжет. Вот так рубашка выглядит. Девочки, ну не знаю, старалась так, чтобы вам было интересно. Как могу, так и расположила. Не знаю, как иначе. Думала на плечиках, но оно как-то сворачивается. В общем, вот так. Ну, я надеюсь, видно вроде бы, да? Ну, тоже нитки ДМС. В общем, в рубашках только ДМС я использовала. Потому что рубашки летние, это солнце, это бесконечные стирки. Так что ДМС. Переходим к следующей. Следующая рубашка под названием «Конюшни». Ну, вот так мы ее назвали. Было еще множество элементов небольших дополнительных, одноцветных. Но решили их не включать в рубашку. Я говорю, все, довольствуемся тем, что есть. Это набор, если я не ошибаюсь, по-моему, Анхор, девочки, уже не помню вообще. Нитки меняла, да. Я знаю, что есть еще схемы из журнала. Такие, да. Так что здесь меняла.
Здесь я попыталась и подпись свою поставить. Ну, вот такая, ну, якобы инициалы. Не подпись, а инициалы. Такая СВ. Вот такие лошади понравились мужу очень. Вот они, кстати, вывезли мужа на новую работу. Даже не собирались и не ожидали. Мне нравятся вот эти конюшни. Но вышивать их было, девочки, это что-то страшное. Тяжело. Мне здесь напутала что-то, в общем, сложно было. Не будем о грустном. Здесь сложностей не было. Водопой такой. Мама с дочей на водопое. Вот. Ну, начинала я с конюшен. Ой, думала, брошу. Не буду. Но уже, как говорится, все есть, надо было. Ну, просто как картина я бы не вышивала такой сюжет. Ну, вообще, сейчас еще обижу мужа. Ну, как сказать, ну, на рубашку, да. Я согласилась и вышила. Вот такие кони. Вот такая конюшня. Тоже любит ее, нравится ему. Пожалуйста, носи на здоровье. Почему нет? Ну, понятно, мы не дизайнеры, я не дизайнер, что к чему подходит. Вот захотелось ему на этой рубашке вот этот сюжет. Пожалуйста. Да, вот так. Как ее показать? Ну, надеюсь, что понятно. Ну что, пойдем к следующей. Так, следующая рубашка называется у нас «Те, кто живет рядом». Вот, кстати, на конюшнях тоже были вот такие элементы, как я говорила, да, однотонные. Но здесь я вышила, а там уже не стала вышивать. Ой, с ними заморочки. Вот казалось бы, да, маленькое, да удаленькое. И вот эти мне снопы понравились. И здесь хозяин живность ведет на ферму. И мы идем сзади. Помогаем ему подгонять свинок. Свинок он ведет. Такой трактор. Ну вот эти элементы очень тяжело мне дались. Да. Вот собачка с ягнятами, которых она охраняет, пастушка. Легко. Да. И вот эти собачки. Тут и фрузелки. Бэк. Замучил меня этот бэк. Но еще тут все, так сказать, было еще для меня терпимо. Но это было что-то с чем-то. Но так как я начинала, по-моему, отсюда уже не бросить, как говорится, но уже пришлось заканчивать. Вот эта листва на деревьях. Очень муторошно.
Ну ничего. Конечно, я устала от этой рубашки, помню, ужасно. Ну, мужу она нравится. Он ее с удовольствием тоже носит. Да, и кто-то тоже, по-моему, кто-то на работе тоже хотел бы, но я отказалась, потому что изнанка, ну, это ответственно, если уже кому-то там на заказ, это уже серьезно очень, да, надо подойти. Поэтому нет, я не профессионал, я любитель, поэтому не взялась. Вот так. Да, и консерваторов хочу успокоить, что рубашки для особых случаев у мужа с бисером. Шутка. Однотонные, спокойные, скучные. Так что так, это все для повседневного ношения. Да, вот так. Тоже меняла, по-моему, тут нитки на ДМС. Вот точно не могу сказать, но ну а так. И, кстати, тоже есть такая схема в журналах. Мне вообще нравится очень по журналам вышивки. Очень нравится. Во-первых, нитки можно свои. Ну, в общем, нравится мне. Основу можно, какая тебе удобна, подбирать. Так что я схемы люблю больше наборов. Ну, сейчас, пока на данный момент, на сегодня. Но не зарекаюсь, конечно. Все возможно. Ну, перейдем к следующей. Эта рубашечка называется у нас «Лес». Одна из первых. Не помню, когда, в каком году я ее вышивала. Да, такой был эксперимент. Честно скажу, я думала, не отважиться ее надеть, но надевал, носил с удовольствием. Так что, ну, такой любитель вышивки на рубашке. Вот такой лес. Светит весь. Ну, ничего. Отражается в воде. Очень понравился ему сюжет. Ну, пожалуйста. Мое дело вышить и носи на здоровье. Вот так. Ну что, девочки, я уже даже не помню. Я помню, нитки ДМС вышивалась. Ой, было тяжело. Не знала еще вообще, как подойти, с какого края, с какого бока. Ну, моему, вот еще моему. Старалась. И вышла вот такой лес. Так, пойдем к следующей. Следующая рубашка у нас проходит под названием Копенгаген или путешествие синего автомобильчика. Вообще оно в натуральном наборе красный автомобильчик. Но нам захотелось синий. Да, так мы и сделали. Это, по-моему, самая первая рубашка вышитая. Мне очень нравятся эти наборчики. Я вообще люблю миниатюрки.
Они меня поражают такой своей точностью, передачей. Ну, так все натурально, все по-настоящему в таком маленьком размере. Вот снимаю шляпу. И перед художником и дизайнером молодцы. Но всегда останавливала меня эта вышивка. Не знала, куда ее применить затем. И вот предложила, да, говорю, хочешь, давай вышью над карманчиком. Вот такую вышивку, посмотрим, как это будет смотреться. Да, вот это был моя идея. Ну, сейчас-то, конечно, уже муж выбирает в основном, да. Ну, мы согласовываем вместе, потому что не за все я бы взялась, допустим. Вот. Ну, нравится. А тем более сейчас, допустим, я считаю, что вполне допустимо иметь вышитую коллекцию в рулоне, в шкафчике, на плечиках, на прищепочках, как угодно. Да, не все можно вывесить на стены, все завесить, увесить, вот, а вышить хочется. Есть такие сюжеты, которые не знаешь, куда применить, а вышить хочется. Вот. И я вполне допускаю, что можно иметь просто коллекцию вышитых работ. Многие девочки показывают в интернете, разворачивают. Замечательно, очень интересно. Почему нет? Считается как зазорным, что ли, иметь в рулоне. Все должно быть на стенах. Не знаю, как по мне, вполне допустимо коллекция рулончиков или иное хранение. Да, я, может быть, даже вполне и начну. Открою себе такую коллекцию. Буду любоваться, да, радовать близких, знакомых, друзей и складывать. Как вот фотографии, например, в альбомах. Родные и близкие. Мы же их храним, правильно, достали, полюбовались, посмотрели, вспомнили, отложили. Вот, ну, в общем, вот я люблю. Их несколько наборчиков. Вот не помню ни фирму, ни... Но очень нравится. Да сейчас все можно узнать в интернете, посмотреть. Такое не составляет труда для заинтересовавшихся. Ну что, перейдем к следующей. Следующая рубашечка. Это как раз продолжение путешествия автомобильчика синего. Да, правда, цвет рубашечки подобран здесь, конечно, не угадала. Надо бы было светлее, но хотелось именно эту. И этот сюжетик на рубашку. На ней он смотрится, конечно, бледновато. Понятно. Ну, ничего. Ну, переделывать ничего не хочу. Повторяться я не люблю в сюжетах. Именно вышивать что-то одно по нескольку раз. Нет, это не про меня. Вот. Ну, вот так это смотрится. Ну, не все, понятно, попадания в цвет. Ну, нам нравится. Мне нравится ими заниматься, вышивать. Мужу нравится их носить. Так что так. Предлагала сыну, он у меня взрослый уже. Я говорю, хочешь тебе вышью? Не-не-не-не-не. Ни в коем, не, спасибо. Я люблю картины смотреть, все. А тут недавно подходит. Хотелось бы ему на футболке акулу. Да причем чуть ли там не на всю спину, да, с открытой пастью. Я говорю, в пасти, чтоб только зубы или еще что-нибудь. Говорю, ищи, зайди там по пути, муза рукоделия, там что-то еще, магазин какой-то, поковыряйся, там может что-то. Не, я в наборах буду, я не буду, давай ты зайди туда. Я говорю, Игорь, мне некогда сейчас. У меня инквизиция на носу. Я говорю, тебе что, горит? Лето уже, жара.
Говорю, тогда жди. Мне заверяют, а у тебя, говорит, твоя инквизиция что, горит? Я говорю, ну, во-первых, не моя, боже упаси. Говорю, и по последним данным вроде как уже не горит. Вот. Это как раз было накануне. Готовила материал, девочки, для вас по инквизиции. Вот это у нас была такая беседа. В общем, буду искать. Ну, ему говорю, зайди и спроси у продавца, акулы поступили в продажу. Может, говорю, кита какого посоветуют, да понравится. Ну, в общем, будем что-то думать над этим вопросом. Вот, ну, перейдем к следующей, да? Так, следующая рубашечка у нас проходит под названием Сакура. Вот так нам захотелось ее назвать. Такое небо оно очень понравилось. Ой, закат или рассвет. Солнышко. Ну, обрыв. Там, видимо, тоже где-то вдалеке лес какой-то. Тоже маленькая. И тоже есть целая серия таких наборчиков, таких дизайнов, сюжетов. Тоже мне очень они нравятся. Очень. Тоже хочу их в коллекцию, потому что я не знаю, куда их можно задействовать. Но на стене я их точно не вижу. Ну, и не считаю нужным их на стене. Ну, куда их? Вот. Вот ниточки кладу все время, чтобы вы видели масштаб. Да. В общем, тоже это мною был предложен сюжет. По-моему, я ее вышивала третий, да? Да, наверное. Так, я по-маленькому, потихонечку над карманчиком, чуть-чуть. Вот. Ну, муж любит масштабные такие, которые я вначале показывала. Ну, понятно, век недолог у рубашки летней. Конечно, что-то носится, что-то уже давно не носится. Это все мы храним как коллекцию нашу, такую семейную. Не знаю, может быть, впоследствии, если что-то придумаю, может, какой-то коллажик делать или... Ну, в общем, пока так. Пока так нас устраивает. Вот так. Вот. Ой, а кто тут вздыхает? Кто тут вздыхает? А, Кунечка. Кунечка. А ну, поздоровайся, хороший мальчик. Думаю, хороший. Такая субстанция с глазами. Черный котик. Что-то он себя неважно чувствует, бедолага. Так, ну ладно. Переходим к следующей рубашке. Следующая рубашечка у нас проходит под названием Хаски. Вот не помню. Или Булат, или она. Кто-то был первым из масштабных таких работ. Ой, как мне было страшно ее начинать. Ой, только большое желание мужа, конечно, сподвигло меня на такой подвиг. Вот, он ее уже, конечно, не носит, но любит по-прежнему ее очень. Эта рубашечка у нас тоже в коллекции. Вот, мы ее любим. Такая старалась подобрать глазки. Где моя ручка? Так, под пуговички, что было. Ну, вот такая она. Ну вот, девочки, познакомила вас с коллекцией вышитых рубашечек. Да. Это все, что касается вышитых. Так, ну, что касается не вышитых... ой, а что я туда повернула? Не вышитых. Что касается... Ничего не касается не вышитых. Не наш контент. Не вышитые, они не вышитые, да? Они для других случаев.
Вот. Ну, я надеюсь продолжать. Муж, правда, в этом году хочет что-то связанное с символом быка или корову, что-то такое вот. Хотела вам сказать, девочки, видела носорог настоящий, просто вышивка есть. Ой, вот ищу. Тоже очень. Такую я бы, хочет он или нет, но я бы ему вышила носорога. Ну, хочет и либо быка, либо корову. В общем, что-то такое символичное году. Надо искать. Ну, вот так. На этом буду пока заканчивать видео, обзор. Всем мира, здоровья, девочки. Всего самого наилучшего. Пока-пока.